Всем доброго дня! Сегодня у нас с вами долгожданный ролик по питанию. Очень многие просили его очень долго. Все, что вы думаете про питание, как питаться и прочее. Так, начну я, наверное, с того, что я уже озвучила в предыдущем ролике, да, когда я кратенько так по питанию пробежалась. То, что, во-первых, момент питания человека – это выбор человека в первую очередь, и момент его осознания. Это тоже очень важно, потому что употреблять или не употреблять какие-либо продукты – это тоже момент его осознанности его выбора в первую очередь. Поэтому заставлять кого-либо питаться вот так, а не вот так, потому что вам кажется, что это правильно, это тоже не есть правильно. Как, знаете, мне рассказывали историю, как мужчина, будучи сам вегетарианцем, да, то есть он не ел мясо животных, не употреблял в пищу, и он того же самого требовал от своей жены, и он прям вот ее заставлял, что вот я там не ем, и ты тоже не ешь, это все. И вот эта бедная женщина, которая как в школе, знаете, папиросу там где-то за гаражами, где-то в школе выкуривают, только она там не с сигаретами пряталась, а с чебуреками. Ну, это вот, знаете, момент такого легкого бреда. Поэтому тут вы должны понять в первую очередь, что питание, момент питания – это выбор, осознанный выбор каждого человека. Это первое. Поэтому я вам сейчас расскажу то, как с моей точки зрения выглядит питание. Я вам расскажу тот продукт, который я считаю очень негативно влияет на как ваше тело в целом, так и на энергетику. На энергетику вообще просто колоссальнейше влияет. И я разберу, каким образом это происходит на тонком плане и прочее. В прошлом ролике я об этом немного говорила. Этот продукт питания – это мясо животных. Но употреблять или не употреблять мясо животных в пищу является моментом вашего личного выбора. Это вы тоже должны учесть, потому что когда вы не готовы осознать этот момент, когда вы не готовы, допустим, расстаться там с вот этим моментом в вашем питании и начинаете ломать, пересиливать себя там и идти опять же в ту самую деструктивную позицию жертвы, это тоже не есть хорошо. Поэтому, если у вас не получается, если вас все равно там тянет на котлетки и как-то, не надо думать, что я такая плохая, я такая сякая, там, я такой сякой и прочее. Значит, будет время, когда вы до этого дойдете. Потому что у меня есть знакомые, которые вот, бросали мясо животных употреблять в пищу, и у них это был момент выбора, когда они, в принципе, никогда, вот я по себе скажу, да, я выросла в семье, которая, считала мясо вторым хлебом, то есть у меня бабушка там вообще не представляет, как можно не есть вообще мясо, как это возможно, ты же умрешь там без этого, то есть без этого вообще выжить невозможно, то есть это вот у нее такое понимание, они там, они просто вот сидят на этом, и это вся культура, то есть мне прямо с детства вот это вот все передавалось, и я как бы в свое время, хотя мне на это намекали еще с детства, я тоже об этом расскажу, что нельзя есть это, но я тогда, естественно, не поняла, вот. И также там же в детстве мне рассказали, в принципе, можно сказать, открытым текстом, но я тогда тоже не поняла, что это значит все. Вот, что для чего вообще вот это вот все делается. Я вообще думала, что я никогда я не откажусь от этого, я там буду ем и буду есть мясо, пока у меня в один прекрасный момент просто в голове не щелкнуло. Вот просто щелкнуло и все. И с тех пор я не ем мясо. То есть, когда я осознала, как это все выглядит на тонком плане, меня отвернуло просто от этого
колоссальнейшие. Вот, поэтому сейчас мы с вами это рассмотрим, но, опять же, главное, я вам сейчас расскажу, а вы там впадать, не впадать в жертву, вот этого только не нужно. Хорошо? Это будет момент выбора, осознанного выбора каждого человека. И также тоже вот это хотела сказать, знакомые мои, которые до определенного, то есть они достигали определенного уровня вибрации, допустим, они отрывали подключки, и когда у них вот этот момент отрывания подключек доходил до определенной какой-то границы, то есть они сами доходили до того, что им просто не хотелось больше, вот просто не хочется, то есть у них само желание употреблять этот продукт проходило. Поэтому здесь тоже вот этот момент учитывайте. Сначала мы разберем, я думаю, мясо, а потом так коротко пробежимся по остальным продуктам. Так вот, еще в детстве мне показывали один момент. Вот, это был сон, такой сон из разряда не снов. Я там увидела одно место не очень хорошее. Говорить, что там, зачем там было, я не буду. Но мне показывали такую картину. То есть я там была с каким-то мальчиком маленьким. Я сама тогда была ребенком, мне было лет 11, наверное, или 12. Уже точно не вспомню. Я видела, как люди стоят в очереди, то есть огромная такая большая очередь, все люди эти были серые, просто серые. И была очередь к какому-то ресепшену, и как этот ресепшен, знаете, там сидел за этим ресепшеном как черт. Ну, вот такой вот страшный вот такой вот персонаж. Они все выглядели там, в принципе, ну, не вот эти души, которые там стояли в очереди, а именно вот, которые были как администрация вот этого места. Они все выглядели как демоны, такие как черти. И эти души подходили, безликие серые души, они подходили к этому ресепшену, они были сами никакие, вот вообще никакие, знаете, вот как серая масса какая-то, вот реально можно было так их назвать. Они подходили к этому ресепшену, и им давали кусок сырого мяса. Они его брали, проглатывали и проходили дальше. И в этот момент, то есть они становились частью этого места. И тут же был парень, вот этот мальчик, с которым я там была. Он говорит, сейчас мы с тобой пролезем туда, говорит, в это место, и посмотрим, что происходит. То есть это такой был, не знаю, как это, акт незаконного проникновения туда. Вот, говорит, мы туда пролезем, посмотрим, что там вообще творится. Говорит, на тебе вот это мясо, ты, говорит, только его не глотай. Говорит, и глотать его ни в коем случае нельзя, иначе ты станешь частью этого места. Я говорю, окей, а для чего мы тогда его, возьмем? Он говорит, в рот просто возьми, это нужно для того, чтобы нам не светить. Они нас по свету вычислят. То есть вот мне вот это было сказано дословно. Я эту помню фразу вот просто отчетливо, очень отчетливо. То есть спустя столько лет, больше 20 лет, я эту фразу помню отчетливо, что это нужно для того, чтобы не светиться, чтобы наш свет заглушить. И я помню именно вот этот момент, что свет, именно говорилось о том, что мы внутри светимся, и я, и он, очень ярко. И для того, чтобы наша энергия, вот именно наша энергетика, вот этот свет не было видно, чтобы мы стали как те вот серые вот эти вот люди, которые стояли в этой очереди, чтобы мы не выделялись из этой толпы, нам надо было взять вот это мясо в рот. И мы взяли вот это мясо и с ним проникли в это место. Там был большой переполох, потом я оттуда выбежала. В конце сна я, получается, там бежала по определенным, по стене там, потом спрыгнула и через облака полетела вниз и прям вот на свою кровать и проснулась.
То есть это был астральный вылет, то есть это был сон из разряда не снов. Еще тогда мне, получается, вот этот мальчик, я не знаю, кто это был, да, с кем мы там летали на эту разведку, но он мне сказал о том, что мясо есть нельзя, то есть мясо, оно подавляет искру. Тогда я этого не понимала. Потом уже в более сознательном возрасте, то есть я увидела, что, я до этого знала один момент, что в крови, вот знаете, в Библии есть фраза «не ешь мясо с кровью». И многие интерпретируют это так, что мясо надо жарить. Но это не так. Это говорится, не ешь ни мясо, ни кровь. Потому что в крови, я вам, в принципе, об этом говорила еще в видео в самом первом, и потом тоже я говорила, что по крови циркулирует энергия души, чистая энергия души. Это не та энергия, которая находится в вашем ауре, да, вот это вот околотелесное пространство, там. Энергетика. То есть это не эта энергия, это чистая энергия души, это как кровь души, если вот брать. Так вот, это к разряду о том, что почему некоторые не очень хорошие люди пьют чужую кровь. Они не пьют кровь как вот что-то такое, они пьют кровь, они пьют энергию души. В прямом смысле того слова. Энергию души того, у кого они ее сливают. И в этой крови, помимо того, что содержится прямая энергия души, кстати, вот по теме того самого порошочка, вещества, которого нельзя называть, да, на букву А, вот это вот вещество, почему оно вызывает такое вот эйфорическое, какое-то вот такое вот у вот этих людей состояние, почему это как наркотик, почему это вот что там такого, это не только химия, это потому что они хапают чистую энергию души, и это просто чувство там, вообще это сильнейшее, вот приход сильнее, чем наркотик. И вот, в принципе, вам ответ, для чего вот эти вот люди это пьют. И почему вот эти вот ритуалы вот на этом, на всем делаются. И почему, допустим, почему не кожа там, почему не глазик, почему еще что-то, почему именно вот в этих во всех вот таких вот ритуалах взять даже обычную черную магию, там типа, я не знаю, что-нибудь заговорить, что-нибудь там приворожить, что-нибудь еще, такое, знаете, мелкобытовая вот эта вот ерунда. И там очень часто тоже там капелька крови, там еще что-то, вот оно очень часто используется тоже. Почему? Вы думаете, это просто какая-то атрибутика такая, типа там тут взяли, там взяли, это все вот, типа бутафория, мишура? Нет. То есть кровь – это то же самое, что чистая энергия души. Почему мы говорим, что по крови течет энергия души, и что кровь, допустим, вот, когда мы говорили про жижизацию, вот это все, что оно не сможет больше циркулировать, вот, та энергия души, которая есть у души высоковибрационная, не сможет циркулировать по вот этой крови. Вот кровь переносит это все, то есть она прямой источник энергии души. Так вот, про мясо с кровью. По сути, когда вы употребляете, неважно в каком виде, в жареном, там, в пареном, в сыром, не в сыром, вы употребляете мясо с кровью, вы в прямом смысле того слова едите
энергию души. То есть вы едите чужую душу. И еще более нелицеприятная в этом правда в том, что эти души, неважно, хрюшки, коровки, кролика, кого там, да, это души малышки. То есть помним, да, во Вселенной без разницы, душа это ребенка, котенка, человека, там, ягненка, еще кого-то. То есть это душа. Душа, которая воплощается в телах. Так вот, наши души, которые воплотились в теле человека, это души более развитые, чем душа того же самого котенка. То есть там верблюжонка, свиненка, там, да, курочки. То есть душа той же самой коровки, она еще маленькая, это как ребенок. Фактически эта душа, она еще идет к тому, чтобы она еще постигает определенное состояние более такого простого порядка. И вот эта душа, ну, я не знаю, как вот вам, это душа-малыш по факту. И да, там многие скажут, что вот в дикой природе они там между собой тоже есть хищники там и все такое, но это немного другое. Тут, знаете, еще в чем суть? Вот многие смотрят вот сейчас то, что происходит, да, выплывает нелицеприятная правда про вещество на букву А, про всякие гадости, которые творятся, про то, что там темные нас жрут, да, про то, что вот там сущности какие-то там питаются нами и все такое. И все такие говорят: а как же так, как же вот они такие плохие, жрут нас, вот они там питаются нами, мы такие вот бедные и несчастные, а они такие вот плохие и все такое, это ж, а на что смотрит Вселенная и прочее. А теперь, знаете, давайте оглянемся назад и посмотрим на себя, потому что фактически вы говорите: для меня это приемлемо. Для меня сожрать душу ребенка – это приемлемо. Для Вселенной нет разницы. Котенок, ребенок, свиненок, коровка, это курочка или еще кто-то. Для Вселенной есть одно понятие – душа. Эта душа может в этом теле или в том теле или в другом каком-то теле воплощаться. Те же самые собаки, кошки – это тоже души, которые воплощаются. Хрюшки, коровки. И когда мы спокойно реагируем на то, что у нас под боком есть фабрики смерти, и то, что ежедневно тысячи, миллионы душ приносятся в жертву, а на тонком плане я увидела, что вот этот весь процесс вообще с выращиванием животного, забиением его, да, и вот этим всем, это большой, огромный процесс жертвоприношения. Это один большой, огромный ритуал. Как бы это нелицеприятно было. То есть фактически это ритуал. И этот ритуал тянется от того, что вы, ну, я не знаю, как там, да, жрецы менее там какого-то, ну, которые неосознанные, они участвуют в этом ритуале путем поедения курочки, коровки, там, еще кого-то. То есть души малого порядка ребенка, то есть в теле животного, да, маленьких душ. Вот, и они считают это нормальным, то есть, ну, мы все говорим, это для нас приемлемо, это для нас классно, это для нас здорово, то есть мы говорим, да, мы это приемлем, то есть мы согласны на то, что мы фактически
едим душу другого. И мы вступаем в эту пищевую цепочку. То есть то, что мы считаем приемлемым, мы соглашаемся, что и с нами также можно. То есть если мы можем пожирать других, то значит и нас можно пожирать. То есть можно жрать нас. Для нас это приемлемо. Мы говорим, подписываем большой контракт. И потом этот контракт, он уже утвержден. И да, у темных, кто сильнее, тот и прав. То есть вы едите свинку, а для них свинка это вы. Вот как-то так это выглядит. И получается, что вот этот один большой процесс жертвоприношения, который происходит здесь, то есть люди неосознанно, весь мир участвуют вот в этом большом, огромном ритуале жертвоприношения, когда они котлетку дома жарят. Понимаете, даже вам не обязательно выращивать этих животных, забивать их, там еще что-то. Вы просто берете эти души, то есть там фактически остается остаточная энергия души в крови и в мясе. Это вот даже помимо того, что уже там не один человек сказал, что когда это животное убивают, энергия смерти, эманация смерти, вот это все остается, и фактически человек, когда ест мясо, он напитывается вот этой энергией смерти, и эта энергия смерти его разрушает. Но помимо того, что его разрушает энергия смерти, он еще и становится на путь пожирательства. То есть, когда он фактически ест чужую энергию. А когда он фактически ест чужую энергию, остаточную энергию души, то есть жрет чужую душу, он фактически становится равный той самой сущности, которая жрет в ответ его. Это большая, огромная пищевая цепочка, в которую каждый человек, который вот этот выбор делает, он вступает, так или иначе. И то есть это наносит огромный ущерб. Вот. Это не говорит о том, что когда вы, получается, откажетесь от мяса, вы фактически, то есть люди, которые не едят мясо, их фактически не едят сущности. Это тоже не так, потому что сущности, они к ним прилипают так или иначе, но эти люди не разрушают свою душу в том виде, в котором разрушает человек, который ест мясо. Это помимо того, что фактически в трупах животных начинает выделяться вот это вот самое вещество, которое вот этот трупный яд, помимо трупного яда. И в Китае, даже, по-моему, в Китае или в Японии, врать не буду, не помню, существует казнь, многие про это слышали, когда человека неделю кормят мясом, одним только мясом, и он умирает. Причем, если вас неделю будут кормить одними только яблоками, есть такие диеты, даже специальные, когда человек ест одни яблоки, и он не умирает на одних яблоках. А вот на мясе он умирает, к сожалению. Так вот, про вот этот ритуал. И фактически, то есть низшие жрецы в этом ритуале, они едят курочку, свинку, коровку, то есть таких младших детей, а более высокие жрецы, они едят, сами понимаете, да, кого. И вот этот вот весь каннибализм, а это фактически каннибализм, так или иначе, вот он так вот выражается. То есть даже помимо того, что вы фактически вступаете вот в эту пищевую цепочку, когда вы фактически едите эманации чужой души, то есть остаточную энергию, чистую энергию души, а это пожирательство. Путь пожирательства, вот что это значит? Фактически люди, которые начинают, это фактически вампиризм. То есть, чтобы вы понимали, есть там, вот как говорят, энергетические вампиры, да. Так вот, путь пожирательства – это пожирательство чужой энергии.
прямом смысле. Это либо, допустим, сауры начинают жрать, пожирать, да, вот, сосут энергию, либо, допустим, они вот высасывают энергию вот таким образом, то есть напрямую пьют кровь чужую, едят. И вот этот процесс, он что делает? Получается искра, то есть ваша душа, да, вот, она реально перестает светиться. То есть вот атомный реактор, который у вас внутри, ваш личный, который вырабатывает просто колоссальнейшее количество энергии, он затухает, когда он начинает откуда-то извне какую-то энергию брать, то есть пожирать чужую энергию, неважно, чья это. Вот многие там есть такие деятели, которые там говорят там, вот, значит, надо вот всасывать в себя энергию деревьев, всасывать в себя энергию еще кого-то, энергию из пространства, там, и вот этой энергией напитываться, там, чужеродной энергии какую-то брать и напитываться, там, я не знаю, те же самые энергии других людей, да, некоторые есть такие, которые начинают жрать, энерговампирить, причем это не те энерговампиры, которые вас выводят на эмоции и просто хотят с вами поругаться. Хочет с вами поругаться и вампирит вас лярва, которая сидит на человеке. А есть люди, которые осознанно занимаются такими практиками, которые, допустим, посреди какой-то шумной улицы или какого-то, допустим, торгового центра или еще где-то устанавливают энергетические такие штучки, которые скачивают энергию проходящих людей, как бы, вот, потом приходят и с этих энергетических структур энергию эту высасывают, этим питаются, то есть такие есть. Это реальные практики. Есть люди, которые умеют высасывать энергию из другого человека осознанно. И эти люди, они подсаживаются на это, как на наркоту. И человек, который начинает сосать энергию деревьев, сосать энергию еще чего-то, он подсаживается на это, как на наркоту. И его искра, она начинает тухнуть. Когда он не высасывает ни из кого энергию, ниоткуда, он остается без энергии. Потому что его энергия внутренняя перестает вырабатываться. И вот этот момент с тем, что нас здесь подсадили на мясо животных, а нас здесь подсадили на мясо животных, к сожалению. И это был момент выживания после войны. Вот этот момент, что нас подсадили, очень сильно загасил души. Очень сильно. То есть фактически вот происходит то, что я видела во сне. То есть возьми в рот кусок мяса, съешь его, и ты станешь серым. То есть твоя искра, твой внутренний свет начнет гаснуть, он погаснет. Вот такая вот нелицеприятная правда. И фактически, то есть с мясом животного, вот эта энергия, во-первых, про то, что вы едите фактически чужую душу, я вам уже рассказала, да, пускай это и остаточно, но многие скажут, он же уже там, вот эта свинюшка, она же уже развоплотилась, она уже улетела, там и все такое. Она улетела, она развоплотилась, но в этой крови и в этом мясе осталась остаточная энергия души, остаточная эманация вот эта вот. И вот эту вот энергию вы едите. И эта энергия, она является энергией души. В любом случае, ее энергией. И ее никто не должен есть, по идее. Так вот, это гасит искру. Плюс ритуал, то есть фактически путь пожирательства, это путь темных. Темные едят друг друга фактически, чтобы вырасти. То есть они едят чужую энергию, это их пищевая цепочка такая. Для них это норма, и то не для всех.
Почему они собирают гавах? Почему они вот это вот все вампирят там и прочее? Светлым не надо этого делать. У них атомный реактор внутренне работает как часы. Им не надо ни питаться энергией Творца, ни сидеть на каких-то там космических анаболиках или еще что-то. Им это не нужно. У них собственный генератор работает так, что там атомная электростанция просто. Почему темные на них сидят и жрут их? Вот здесь вот, да, вот почему они вот эту зомби-ферму развели? Потому что собственной энергии не вырабатывается. Потому что путь пожирательства, путь паразита, по сути, вот он идет в том, что собственная энергия не вырабатывается почти. И ее надо брать где-то извне для того, чтобы развиться. А где ее брать извне? Паразитировать на ком-то другом. Вот так. То есть они, по сути, здесь нам продвигают свои моральные принципы, продвигают нам свои идеалы, свои вот внутренние вот эти установки, убеждения. И культивируют их. Очень-очень активно и ярко. И мы вот воспринимаем их как данность. Что свинка, коровка там или курочка, они родились для того, чтобы мы их скушали. Но это не так. Вот. Первая эманация души. Второе. Огромный один большой ритуал жертвоприношения, в котором вы участвуете. Участвуете неосознанно, не знаю, насколько добровольно, да, но если вы жарите котлеты, то добровольно, но неосознанно. Не понимая о том, что вот все, что вроде как вы просто пришли в супермаркет, купили там кусок филешки какой-то, да, принесли домой, сделали из этого гуляш, и что вот это вот действие, которое вы выполнили, это вы поучаствовали в одном большом ритуале жертвоприношения. Вы сделали гуляш из коровки, а где-то там сделали гуляш из кого-то другого. О ком бы вы сказали: о боже, как это так происходит у меня тут под боком, это же бесчеловечно, это же ужасно, это же что-то такое, что вообще не должно быть происходить в рамках этой вселенной, да как кто допустил. А как вы допускаете? Вот так же. По сути, мы сами даем им на это разрешение. Мы говорим: да, для нас это приемлемо. Да, для нас приемлемы фабрики смерти, на которых выращивают специально вот этих вот свинок, курочек, там, коровок, для того, чтобы потом принести их в жертву, чтобы они умирали в мучениях от этого электрошока, от всего, чтобы их там содержали в ужаснейших условиях, для того, чтобы потом мы сделали из них гуляш. И это нормально. То есть этот акт каннибализма души, которая жрет другую душу, то есть мы под этим подписываемся. Да, для нас это норма. Для Вселенной нет разницы. Ребенок, котенок, куренок, кто там, лягушонок. Для них все, вот для Вселенной все едины. Ну и помимо этого, помимо того, что энергетика, а мы с вами уже вот в прошлой теме, по теме болезни, мы разобрали, да, насколько энергетика может влиять на состояние тела. Очень сильно. И, знаете, тут была такая вот ситуация, тоже вот коснусь, кстати, темы болезни, что один человек, он не бросил есть мясо, но он как бы вот по теме болезни, он все понял, и он уже очень-очень давно не болеет, да. И был такой момент, что его как-то пригласили там съесть шашлык из барана. Был какой-то праздник этого барана, его в честь праздника этого
сделали из него шашлык. То есть он как бы типа был жертвенный баран в честь вот этого праздника. И вот он съел этого барана, человек, который в принципе дошел до того, что он не болеет. И после того, как он съел вот этого жертвенного барана, буквально через пару дней он заболел с температурой, там ОРВИ и все дела у него были. И он просто был в шоке от того, что с ним произошло. И он это все сопоставил. Он сказал, да, это потому что я съел вот этого барана, со мной произошло. Потому что вот этот конкретно. То есть это мало того, что это была осознанная жертва. То есть его, вот эту душу, осознанно принесли в жертву в честь чего-то там, в честь какого-то праздника. А праздники все у нас от темных, это уже давно все понятно. И вот эту душу принесли в жертву и фактически, на алтарь, да, возложили на тот же самый алтарь, закололи тем же самым ножом, а потом сделали все то же самое. Вот, как-то вот так. И как вы думаете, какие там энергии идут? И как эта энергия, когда вы поглощаете вот это вот все, едите, как эта энергия влияет на ваше эфирное тело? На ваше эфирное тело, на вашу ауру, да, и также на ваше физическое тело, потому что оно тоже страдает. Фактически моментов, вот, из-за которых, ваше страдает физическое тело, это не только момент поглощения, допустим, пищи животного происхождения, и там всякая химия обостравится со всех сторон. Просто всякая химия, вот эта вот, которая типа вам в помощь, всякие шампуни, гели для душ, да прочая ерунда, которая вот пантины, вот эти вот прочие. Все с СЛСами, все с парабенами, все не с понятной ерундой. И это все впитывается в кожу. Это все разрушает организм. Организм работает на износ. То есть, когда организм получает мясо, он не получает замечательный супер там макрокосмос всяческих витаминов и прочего. Вообще не получает. Не богатейший там объем железа там или еще чего-то. Богатейший запас яда он получает. То есть вы фактически взяли, траванули себя чуть-чуть. Организм начинает это все восстанавливаться, то есть у него есть запасы определенные, запасы жизненной энергии в том числе. И он начинает вместо того, чтобы какие-то связи энергетические налаживать между сознанием и душой, допустим, да, какие-то энергосвязи те же самые, чтобы вы не болели, допустим, чтобы с вашим организмом все было хорошо. То есть он вместо того, чтобы восстанавливать энергетические какие-то моменты и связи, он начинает работать на физику в том плане, чтобы вообще выжить. То есть организм начинает работать на собственное выживание, чтобы просто не загнуться. И каждый раз, когда вы его отравляете чем-то, он начинает работать не на ваш духовный рост, скажем так, а на то, чтобы просто вы не скопытились. Вот в чем дело. А еще и сущность сзади сидит, которая еще соки поджимает. И они по факту, вот это вот все направлено на то, чтобы держать человека на той грани, когда он остается на минимальном количестве энергии и балансирует между, жизнью и скопытится. Вот так вот. Вот такой вот баланс, чтобы был. Чтобы дальше вот пола нос не поднимался вообще. Все здесь направлено на момент только выживания, на инстинкты только выживания. Все. Чтобы ни о каком духовном росте речи не шло. А где идет речь о духовном росте, вам туда
вам предоставят 3500 всяких разных учений, течений, всего прочего, чтобы вам еще больше под ключик всего навешать, и чтобы там вообще увести вас куда-нибудь, и о духовном росте там в смысле тоже речи не идет. То есть, чтобы, паук мягко заплетает в кокон там, здесь, везде. Вот такой момент про питание. Я думаю, про мясо понятно, да? Момент с рыбой, он такой себе. Я не знаю, почему, с чем это связано. Но рыба тоже очень сильно, кстати, влияет. Тоже очень сильно. У нее тоже есть эффект того, что она очень хорошо понижает вибрации. Она очень хорошо понижает энергосостояние. То есть, когда ты не ешь рыбу, а потом ты раз немножко съел, ты чувствуешь разницу. Особенно если у тебя есть вот это восприятие энергетики, и ты чувствуешь вот эти малейшие, вроде как незначительные колебания, но ты их ощущаешь очень ярко. И да, то есть момент того, когда ты съедаешь рыбу, он очень сильно тоже ощущается. Мясо там вообще просто бух и упал на дно на самое. Рыба как-то так еще. Но момент тоже поедания рыбы, это тоже момент с поеданием остаточной эманации души, но там, я не знаю почему, но он не такой сильный эффект дает. Возможно то, что рыба, она еще, получается, меньше находится на эволюционном каком-то, вот на меньшей эволюционной ступени какой-то. И для нее этот момент не такой идет осознательный и, я не знаю, вот как объяснить, чем, допустим, у того же самого животного. Но факт тоже, что рыба рыбе рознь. И некоторые рыба, то есть, которая там типа, я не знаю, какой-нибудь кильки, краба, допустим, морепродукты там, они не так сильно воспринимаются, как, допустим, рыба более какое-то весомое, типа семги там или еще чего-то. То есть вот этот момент тоже есть. Но я бы, если честно, не рекомендовала есть ни мясо, ни рыбу. Вот эти вот два момента. Сильно я бы не рекомендовала, вот вообще никому, я бы не рекомендовала есть мясо животных. Опять же, я напоминаю, что это ваш выбор. В первую очередь, момент питания – это ваш выбор. И если вы не готовы на данный момент взять и бросить это мясо, не бросайте, но просто понимайте тот момент, который происходит с вами, и то, что на самом деле с этим мясом есть. Если вы не можете на данный момент, не бросайте. Но я вам это крайне не рекомендую, потому что это просто, я вам, в принципе, все рассказала. Вы, наверное, сейчас можете понять и осознать тот момент, насколько разрушительно и негативно это на вас влияет. И участие вот в том самом ритуале, это ритуал, чтобы вы понимали, это ритуал... Там просто энергии, энергии жертвоприношения, энергии вот этой вот кровища, вот этого все. Представьте, насколько это вообще ужасная энергия. И вы в этом всем участвуете тоже. Насколько это разрушающе на вас действует. Возможно, что, кстати, рыба, отдельно. Возможно, то, что рыба, она как-то ее ловит сетями или что-то. То есть это более такой естественный процесс, типа вот. Но опять же, нет, потому что когда мы поедаем рыбу, она тоже так или иначе. Сетями ее ловили или выращивали на где-то там рыбозаводе, тоже не особо разница есть. Она тоже влияет. В общем, мяса животных вообще нет. Рыба так-сяк. Она влияет. Влияет тоже не особо, но не так сильно, как мясо. То есть даже в половину силы, наверное, у нее такой разрушительной вот нет, насколько это мясо вот разрушает. Мясо, оно действительно как яд, это просто чистый яд. Далее, давайте мое
такое отношение, еще какие продукты, да, я лично вот считаю не употреблять черный чай. Я не знаю, в чем именно сама вот эта вот ерунда с черным чаем. Я не исследовала, если честно, этот момент на тонком плане, но на уровне внутренних ощущений, а я уже привыкла им доверять очень сильно. Даже вот я пила когда черный чай, я чувствовала, что мне от него плохо. Вот бывает, вот его пьешь, много выпьешь, и тебе от него дурно становится. И я как бы понимала, что это, не очень хорошая реакция организма на вот эту бурду, которую ты пьешь. Я пробовала, сейчас мне некоторые скажут, ой, вы плохой какой-то чай пили. Нет, я разный чай пробовала. То есть я пробовала чай и заваривающийся, и в пакетиках, и всякий разный, то есть эффект там примерно один. Плохо от него становится. И я поэтому вообще перестала пить черный чай. Плюсом, черный чай, его очень активно продвигают, типа это пьют в Англии. И типа это пьет кто? Королевская семья. То есть они являются как вот символом вот этого вот чаепития. Именно распитие вот этого черного чая. И везде вот это активно продвигается, что это вот чайная церемония, это прям вот что-то такое вот у них там. Поэтому, знаете, а я думаю, все, что там от них идет, это ничего хорошего. В принципе, они там не могут продвигать, тем более настолько активно и настолько здорово. И плюс чай с Индии идет. У меня к Индии отдельное тоже отношение. Вот, там вот эти вот боги все, которые все в змеях и особо не скрываются, как бы вообще ни от кого, в принципе. Поэтому вот такое. Даже в Индии очень многие ритуалы. Если взять их ритуалы, там праздничные и все, там прям открыто все. Вот эти провода, которые тянутся из спин, и кто-то там держит на другом конце провода эти провода, и там, истязают этих людей, они такие, типа, идут там в этих проводах, которые просто красные, вот эти вот, типа, нитки такие, как сосуды тянутся от них. Я смотрю, ё-моё, это же отражение тонкого плана, вот ярко очень показано. И там вот это вот, типа, там что-то там, ритуал богов, что-то там вот у них. Вообще без комментариев просто. Они вообще ни разу не скрываются. Поэтому тут тоже все очень-очень интересно и здорово в этом плане. Вот, поэтому черный чай я вообще не рекомендую пить. И сама не пью. Зеленый чай я пью, да. Каркаде я пью. Вот. Потом тоже хороший чай, Иван-чай есть такой. У нас в России его просто полно. Пей не хочу. Да, на полках в супермаркетах вы его просто так не увидите, но он есть. И он растет. Причем бесплатный. Его можно купить, его люди некоторые заготавливают. Насколько он вам придется по вкусу, это момент такой. Можете попробовать, допустим, купить где-нибудь, попробовать, понравится вам, не понравится. У меня, допустим, вот пересели на него мои. Я его пью, но редко. И тем более, знаете, помимо черного чая и зеленого, даже если вам вот зеленый не захочется пить, есть очень много всяких разных чайных сборов и с шиповником, и с чем только нет, и даже от известных фирм, вот таких вот как Тесс, допустим, там, да, это без рекламы, просто вот я знаю, что у них есть серия, я брала релакс, по-моему, там какой-то, там нету ни черного, ни зеленого чая, есть вот прямо сбор всякие разные на любой вкус и цвет чая, который вообще не содержит ни черный, ни зеленый, ни такой вот. Их можно пить. Потом то, что вот я тоже не особо рекомендую, это кофе. Потому что кофе тоже, его активно очень продвигают, везде вот прям пейте, это кофе. Поэтому вот эти вещи я бы тоже не рекомендовала. Но, опять же, насчет чая, кофе, это не принесет вам такого ощутимого вреда, который принесет мясо и рыба. Это так, можете пить, но лишним не будет. Если у вас нет желания это пить, не пейте. Есть желание, пожалуйста, пейте, сколько вам влезет. Это момент личного осознанного выбора. Если вы не можете утром встать без чашки кофе,
пожалуйста. Только вот я бы сказала, не становитесь кофеманами. Вот люди, которые реально есть, подседают на кофе, как бы ничего хорошего, вообще ничего хорошего. Далее. Ну еще момент с кофе. Я бы все-таки людям не рекомендовала пить растворимую вот эту бурду, потому что там не понять, из чего ее делать. То есть, если уж пить кофе, то пить в турке, как бы варить его, да, настоящий, нормальный, натуральный, разбавлять его. Вот. Есть, если кому-то лень, там вот с этими турками возиться, есть сейчас кофе, который в чашке заваривается. Весьма вообще продуктивный и очень вкусный. Далее. Многие, я знаю, что многие учения, типа и вегетарианцы, и веганы, там прочее, есть моменты такие, что не едят яйца. Я подозреваю, что яйца это типа как и икра, это что зарождение жизни, да, и все такое. Но я, если честно, в яйце я не увидела каких-то вот таких супер наносимости ущерба, энергетики или еще чего-то. Если бы это был, знаете, вот как во Вьетнаме, по-моему, если я не ошибаюсь, есть такое блюдо, когда вот там в этом яйце уже начинает цыпленок. Ну, то есть там уже зародыш цыпленка, и вот этот зародыш уже, который уже начал там формироваться, уже сформировался почти там уже цыпленок готовый, его варят прямо, да, и вот это едят. Вот это нельзя есть в таком виде, потому что это уже, да, это уже не очень хорошее дело. Но в моменте, когда это яйцо, которое даже никто не начал высиживать, а его никто не начал высиживать. То есть там ничего формироваться еще не начало. Как бы я не чувствую, что вот в том, что вы съедите это яйцо, есть какое-то преступление. Но если это момент вашего личного выбора, не есть яйца, не ешьте. Серьезно, не ешьте. Питание – это момент осознанного выбора каждого человека. Поэтому я никого не буду, ни с кем не буду спорить насчет этого, ничего. Это личный момент выбора каждого человека. И я тоже человек, который имеет свой момент личного выбора. Да, возможно, через там какое-то время я приду, допустим, еще к каким-то отказам от каких-то продуктов, но пока что вот я говорю, как я на данный момент думаю и ощущаю. Далее. Насчет молочки, насчет сыра там и прочего, тоже момент личного выбора. Тут, знаете, такое двоякое. Вроде как у коровки отобрали молоко, вроде как и никто не пострадал. То есть элиминации смерти какой-то в молоке коровки нет. Энергии души остаточной в молоке коровки тоже нет. Как бы что-то вот такого, я тоже не вижу, чтобы оно вот прям там капец было. Есть люди с индивидуальной непереносимостью молока. Есть. И им это категорически есть, конечно же, нельзя. Но также, если у вас с этим все в порядке, вам нравится сыр, там, молоко и еще что-то, я не вижу в этом преступления. Это, опять же, момент вашего выбора. Кому не нравится, кому не хочется, не ешьте. Серьезно. Не заставляйте себя, не мучитесь. Далее. Что еще? Спрашивают, пшеница, да, это вот мука, там все, что мы используем. Что касается пшеницы, сейчас очень многое идет про то, что нельзя есть пшеницу, что там содержится клейковина, вот этот глютен, да, что глютен нас убивает и прочее. Ребята, мое мнение, опять же, мое мнение по этому поводу. Есть люди, у которых глютен действительно наносит просто непоправимый ущерб по организму. У этих людей индивидуальная непереносимость какого-либо продукта. В данном случае это непереносимость глютена. И да, действительно, для них такой продукт является просто ядом, который им нельзя употреблять ни в коем случае. И им, да, действительно нужно отказываться от глютена.
Опять же, если у вас даже нет такой непереносимости, но вы не хотите есть глютен, не ешьте. Это момент вашего личного выбора. В этом вас никто не может ни упрекнуть, ни остановить. Пожалуйста, внутреннее ощущение души, как вам хочется, это самое главное. Вот. Но также насчет вот индивидуальных пищевых непереносимостей скажу. Понимаете, у всех все по-разному в этом плане. Есть люди, вот все, наверное, согласятся, что все знают о том, что насколько вот мед это просто такой продукт бесценный, да, который витамины там и все есть, и насколько он лечебный, да, насколько он вообще является продуктом, ну, можно сказать, ну, не то, что незаменимым, но действительно полезным, и это научно доказано, да, тоже. Хотя, наверное, многие меня тут засмеют за то, что я там использую вообще слово «наука», но, тем не менее, как бы наука в большинстве своем искажена, но это не значит, что там все вообще абсолютно ложь. Есть там элементы правды, да. Вот. С этим, наверное, никто не может вот поспорить, то, что мед это просто супер полезный продукт. Но есть люди, которые просто от одной капли меда могут получить анафилактический шок. То есть фактически от одной капли меда они могут умереть. И это, ну, не шутки. Это, опять же, можно сказать, индивидуальная непереносимость какого-либо продукта. Да, у них это аллергическая реакция, но тем не менее это реакция организма. Организм не переносит данный вид продукта. Понимаете, о чем речь? Но это не значит, что для всех остальных мед является ядом. Но для этого человека он будет таковым. И есть люди, у которых действительно непереносимость вот этого вот молочного белка, который коровий, вот именно белок, да. Есть люди, у которых непереносимость глютена, есть люди, у которых непереносимость яиц, есть люди, у которых непереносимость еще каких-то продуктов питания, помидоры, цитрусов, это многое другое. Но это не значит, что все эти продукты сейчас мы должны все, без исключения, удалить из своего рациона. Ну, это вот такое мое личное мнение. Пока что я вот реально на тонком плане никакого. Я не изучала прям каждый там продукт вот так вот. Но реально от них никакого такого вот прям колоссальнейшего ущерба в виде там супер яда, какой я, допустим, чувствую от того же самого чая, там кофе, ну, про мясо там с рыбой я молчу, да, я чувствую. То есть, ну, естественно, нельзя есть, если мы уже берем продукты питания, то стоит избегать всякие то есть всякие консерванты, всякие красители, всякую вот такую муть. Но это, я думаю, вообще не мне вам говорить. Вы и так понимаете вред этих продуктов. Вред всяческих там газировок, особенно флешей всяких прочее. Это же вообще... Есть реально люди, которые питались одними энергетиками и вот этими вот бутербродами непонятными, типа вот... Типа как с Бургер Кинга или с Макдональдса. Им потом реально дыры в животе зашивали. Поэтому как-то так. То есть это яд. Яд, который разрушает наш организм, так или иначе. То есть все вот эти консерванты, красители и прочее. Это вот в тему продуктов. И также хотелось бы сказать... Наверное, многие там начнут говорить: о, как же тогда, вот если вот мясо там животных нельзя есть, это душа, как же тогда быть с морковкой, там со свеклой и прочее, это же растение, у растений тоже есть душа, да, это тоже живой организм, и что нам теперь вообще ничего не есть? Ну, есть некоторые моменты, что говорят, да, что мы должны питаться плодами, то есть не разрушая
полностью растение, то есть не убивая его, да, мы просто берем плод, там, ягоду и все вот это едим. Наверное, это в идеале, но я не представляю такое идеальное питание, где бы оно ни было. В любом случае, я как считаю, что здесь есть небольшая тонкая грань. То есть, да, конечно, то, что мы морковку там собираем, свеклу, это мы фактически, все это растение перестает существовать. Но у растений есть определенный свой момент. То есть там душа, она немного не такая. Она как, знаете, у растений есть какой-то коллективный такой, как общеколлективное сознание. Вот. И каждая травинка, каждый листочек, каждая морковка, каждая свекла, они являются как частью чего-то одного и большого. Это как природа, она как симбиоз. То есть у них немного другой момент сознания. И эта душа, она тут же, то есть получается, перетекает в общее сознание. Как-то так. И у них нет вот этих вот кровеносных сосудов, по которым эта душа течет. Да, она находится в определенных состояниях, но она по факту, являясь даже морковкой, то есть она пребывает в общеколлективном сознании. То есть она, пребывая морковкой, является частью и травинки, и листочка, и дерева, и чего-то большего. То есть там мне даже сложно объяснить, как это. Но они как бы, являясь каждый по отдельности, при этом частью единого целого. Вот. Пока что у них вот такой вот смысл развития. И это немного другое. Поэтому тут, опять же, это не значит, что мы должны заниматься вандализмом, потому что мне всегда было, вот это горько смотреть, когда люди, знаете, даже собирая ягоды, как-то вот брали, просто вот, ломали эти кусты, брали эту ягоду так, что там чуть ли не отрывали вот эти вот все гроздья, как-то вот небрежно, то есть повреждая дерево. Конечно, мы можем сказать, что у дерева нет нервной системы, у дерева нет ничего, то есть оно не может чувствовать боль, но это все равно, как, знаете, акт насилия такой и акт того, что нам плевать на чужую жизнь. То есть я не разрешаю, допустим, своим детям, чтобы они просто так там ломали веточку или еще что-то. Я говорю, ты понимаешь, что растение, оно живое. Не надо ломать веточку. Тебе же будет неприятно, если ты поранишь пальчик, тебе будет больно. Поэтому не надо ломать веточку. Это будет рана на теле у этого дерева. И это на самом деле не очень правильно. И я видела вот людей, очень много вандалов, которые просто собирают даже вот какие-то дары природы и при этом ведут себя просто по-свински, по-скотски. В том плане, что есть люди, вот они собирают черемуху, им лень подняться там или еще что-то. Тебе лень, привези стремянку. Я не знаю, зачем ты берешь, отпиливаешь сук, где вот эта ягода, или ломаешь его с корнем, и просто вот валишь это все на землю и сидишь и собираешь. Это дерево, этот сук выращивала не 1 год. Потом уже в следующем году у него уже не будет вот этой вот ветки, на которой будет расти эта черемуха. И вот этот вот акт вандализма, он прослеживается везде вокруг нас. После меня хоть потоп, после меня хоть пожар. Повыкидывали везде там мусор и что там нашим потомкам останется. И вот это везде вот прослеживается. В том, что люди заводы там вот эти строят, да, и там, пофиг, там, после меня хоть что там, трава не расти. Уничтожение природы, и оно идет от того, что с чего-то вдруг человек возомнил себя королем. Понятно, от чего он себе возомнил. Потому что я заслужил смерть этой елочки.
Это понимание темных. Это их вот это вот сознание, которое они вкладывают нам. Что я венец всего. Есть я. Это вот у них главная буква в алфавите я. Вот у темных. То у них вот, да, вот. Эгоизм. Принцип чистого эгоизма. Неравноправие эгоизма. Есть я. И вот вокруг меня все крутится. Вокруг меня вся природа тут вокруг меня. Это мне построили, это мироздание, чтобы я его чухал тут. Направо и налево. Для меня всех этих свиней придумали, чтобы я их кушал. Там, для меня вот там трава растет, для меня деревья растут, для меня солнце крутится вокруг меня. Я ж пуп земли. Это вот они внушают. Как они говорят? Человек венец эволюции, человек там пуп этой земли, человек тут царь природы. Серьезно? И очень многие люди сейчас, они вот прям вот реально в это верят. Они реально во все это верят. Они считают, что подорожник природа придумала для них, чтобы они это к ноге приматывали там, да, и все прочее. Что еще какие-то там, значит, цветы, да, или еще что-то, что природа это все для нас придумала. Вот эти вот знахари, которые сейчас, особенно они говорят, природа все для нас придумала. Все это для нас сделано, чтобы мы вот себя лечили, чтобы мы вот это... Вы серьезно? Вот серьезно? Для вас это симбиоз. Бананы для мартышки растут, чтобы она кушала их. Только для вас все придумывали. Это называется симбиоз. Когда все растения, животные, включая человеческое животное, существуют в гармонии. И не для кого-то, не для мартышки это придумано было. И не для гориллы, и не для слона, и не для вас, а для всех. Для того, чтобы все, абсолютно все, каждая морковка, каждая мартышка, каждая пальма существовали в симбиозе. Понимаете разницу мышления? Это принцип равенства, когда и пальма, и мартышка, и морковка равны, и вы. Вот это принцип равенства, принцип полного симбиоза, то, что мы видим в живой природе, везде вокруг нас. И только мы ходим и якаем. Потому что нам так говорят. А кто нам говорит, надо якать ходить? Темные. Потому что у них принцип такой мышления. У них я на главном месте. Чтобы вы понимали, вот этот принцип равноправия, он везде, вот даже вот казалось, такие мелочи, а ведь они безумно важны, потому что этот момент мышления, он закладывается с пеленок, просто с пеленок, где человек, когда он приезжает, и вот при мне вот рвали одни иван-чай, вот стою я, рву иван-чай, я беру вот посерединке листочки, беру и оставляю куст целый, и ему еще оставляю листья для того, чтобы он мог жить дальше. И благодарю его за то, что он мне дал эти там несколько листочков со своего куста. Я его не убиваю полностью. Некоторые люди берут, как бы, ну да, они куст срезают этот, для того, чтобы там эти листья снять, все с него. Но они оставляют корень, который потом вырастет. Это растение сможет дальше жить. Но я тут же вижу вандалов, которые приезжают и просто вот берут, с корнем выдирают это вот все, с корнем просто. Потому что им лень. Они берут, с корнем повыдирали, покидали, и потом вот с этого вот всего берут и листья снимают. Все. И просто выкидывают эти трупы вот
ненужные, и все. Они их поимели просто. Вот принцип вот этого эгоизма. Все, им больше нафиг не надо, растение это. Они взяли с него все и выкинули его. А потом они говорят, а почему вот с нами так поступают? Поэтому тот момент, как мы пользуемся дарами природы, тоже очень важен. В симбиозе мы его используем или вот таким вот варварским методом. Просто варварским. Это тоже очень важно. На самом деле. Это принцип мышления, принцип того, как вы вообще относитесь и к себе, и ко всему вокруг себя. Потому что то, что вы делаете с кем-то, вы априори подписываетесь под тем, что это то же самое могут сделать с вами. То есть для меня это нормально, для меня это приемлемо. Для меня вот такой вот способ, это нормально. Вот такое отношение. То есть и многие люди, они поступают так по жизни, а потом, когда это происходит с ними, они говорят, а почему это со мной произошло, а почему это, как это? То есть по факту, очень много мы здесь разрешаем сами, в том числе и своим отношениям. Так, этот момент я тоже рассказала. Хотя думала вообще, может, про него рассказать как-то отдельно, но что-то решила уже, ладно, может, потом забуду вообще. Ну вот так, насчет питания, вот такой у нас ролик получился. Вообще, по сути, по идее, кстати, да, что он мне рассказала. Вообще, по идее, вот, тоже очень-очень важный момент. Мы вообще можем не есть. Серьезно. Я сколько здесь живу, я всю дорогу чувствовала, что я могу вообще не есть. Ну вот просто не есть. Что есть внутреннее знание того, что мой организм может существовать на чистой энергии, вырабатываемой моей душой. То есть он может стать абсолютно автономным. И мне не нужно будет его кормить для того, чтобы он здесь мог существовать. И все вот эти витамины, минералы, да, которые нам говорят, нам это нужно, они могут вырабатываться. Но тот же самый момент, когда я об этом думала, то есть и задумалась, что не есть, да, это можно сделать. Да, есть люди, которые реально переходят, там, сок пьют раз в неделю, по-моему, и вот вообще не едят, там, яблоко какое-нибудь раз в неделю едят. Есть такие, им реально не нужно питаться. Но это момент тот, который выбрала их душа. Здесь это, то есть, тот опыт, который они решили здесь пройти. Это исключение из правил, скорее, чем правило. Потому что мы сюда воплощаемся не для того, чтобы просто смотреть. Мы сюда воплощаемся. То есть, если нам не есть, то зачем тогда вообще воплощаться? Это не значит, что смысл нашего воплощения в том, чтобы мы тут сидели и хомячили целыми днями. Нет, конечно же. Но смысл любого воплощения в том, чтобы потрогать, пощупать, осязание, да, обоняние, вкус, состояние. Это познание определенного состояния, в том числе и вкусовых состояний. То есть, чтобы познать вкус помидора, это вы там, ваша душа духовно развилась. Вы узнали, ну, допустим, какой на вкус помидор. И вам кажется, ну, блин, это же, что за ерунда? Зачем моей душе, подумаешь, ну и что? Как это ей духовно, вот как она вообще духовно выросла? В том, что она познала, какой на вкус помидор. А вот так, ребят, вот так вот легко и просто. Мы узнали, какой на вкус помидор, мы узнали, какой на вкус огурец, мы узнали, какой на вкус виноград.
И наша душа таким образом и растет. Вот смысл того, для чего мы вообще воплощаемся в разных мирах, познаем разные состояния, разное все. Потому что цель воплощения – это ловить кайф от жизни. Это реально ловить кайф от жизни. То, что здесь сейчас происходит с этими темными, с этой всей ерундой, это исключение, нежели правило. Потому что душа воплощается для того, чтобы быть в движении, для того, чтобы ловить кайф от жизни, для того, чтобы реализовывать то, что она может реализовать, получать новые впечатления, получать новый опыт, какие-то вот моменты в жизни, понимаете, научиться танцевать, научиться жить, научиться писать книги, научиться реализовывать себя творчески, реализовывать себя всяко разно. Кто-то как кулинар себя реализовывает, кто-то себя реализовывает как, я не знаю, как швея, кто-то там реализовывает себя как ботаник, кто-то как научный деятель, кто-то еще как-то. И у каждого есть свое, то есть свое вот это желание, свое вот это стремление в познании. И вот это настоящее развитие души, это настоящий духовный рост, познание, осознание, осязание, кайф от жизни, а не то, что вы сели в позу лотоса и сказали слово «Ом». Это не духовный рост, это духовная деградация. Вот это настоящее познание жизни, и это настоящий духовный рост. То, почему наши души развиваются, это новые впечатления, новые истории, новые события, которые происходят в рамках Вселенной с нашей душой. Она постоянно находится вот каждый раз в новой истории, с ней случаются просто невероятные вещи. Она переживает кучу впечатлений. Вот это духовный рост. Настоящий духовный рост. А не то, что вы сели в позу лотоса и сидите, застыли. Это состояние без движения. Поэтому вот то, что вам здесь постоянно, то есть темные, они не дают развиваться здесь душе. Так или иначе, они ее стопорят. Есть люди, которые развивают свой потенциал, они находят в себе силы, ресурсы на то, чтобы реализовать себя так или иначе. То есть, опять же, я заметила, что у многих их потенциал раскрывается только к 30 годам. Есть люди, у которых раньше, да, но есть вот у которых реально раскрывается только к 30 годам. Но обычно к этому состоянию, вот к 30 годам, на людей уже навешивают. Очень много всего. Что они уже просто под гнетом того, что на них навешали, они уже все, они уже разгрестись не могут. Но просто вспомните, сколько творчества, сколько всего вы хотели реализовать вообще в жизни. Кто-то, может, хотел вязать, кто-то, может, хотел заняться радиоэлектроникой, кому-то нравится музыка, кому-то еще что-то. Где вы свой потенциал, вот это вот внутреннее желание, творческое желание, где-то задавили? Где есть что-то, что вы хотите реализовать? И да, знаете, некоторые говорят, вот там, я там одно попробовал, кинул, там другое попробовал, кинул, это попробовал, кинул. Я, наверное, вот ни там, ни здесь, ни пополам. Ну, значит, это ваш путь такой. И что-то найдется такое, что вы не кинете. Это во-первых. Во-вторых, то, что вы познали и здесь, и там, и тут, вы просто хотите очень много всего охватить, вы хотите себя много где попробовать. Но это не значит, что вы плохой, потому что вы не достигли ни здесь, ни там, ни тут. Очень много коучей говорят, вот люди там за это берутся, бросают, за то берутся, бросают, вот они типа ничего не доводят до конца. Но зато вы познали этот момент, тот момент, этот момент, вы
и немного научились танцевать, вы немного научились играть на гитаре, вы немного научились вязать, и вы познали 3 дела. Да, вы ни в одном из них не стали мастером, но вы получили впечатление, огромнейшее впечатление от каждого того дела, которым вы занялись, и в котором вы поучаствовали, в котором вы опробовали свой творческий потенциал. И это не есть плохо, это тоже есть нормально. Часть вашей души, то, как вы хотите себя реализовать. Вот это важно. Ну, это мы вообще уже отошли от темы питания, ушли куда-то вглубь. И что еще я хотела? Насчет вашего, опять же, духовного роста и моментов питания и бытовой химии. Я вот, кстати, помимо того, что я бы рекомендовала, ну, допустим, что, понятно, там, мясо, рыба, вот, то все, помимо этого, я бы вам рекомендовала очень многим. То есть момент питания, он важен, но момент не только питания важен. То есть некоторые люди, они делают прям на этом акцент. Они думают, что вот сейчас я там брошу есть там мясо, рыбу, там глютен, там еще вот это, там все побросаю, и все, и я вдруг стану Буддой. Такого тоже не бывает. Просто поймите, что это один из факторов, который влияет на вас. И да, люди, которые какое-то более-менее чистое питание поддерживают, также очень важный фактор. Это фактор пользования натуральными средствами из бытовой химии. И многие из вас, наверное, скажут: ой, да это, бытовая химия, она такая дорогая, которая вот эта экологичная там и все прочее. Есть линейки, поищите, есть дорогие линейки именно натуральных средств, которые без вот этих СЛСов, парабенов и прочей ерунды. Они дорогие, ими пользоваться дорого. Но есть реально более-менее, которые в какой-то адекватной ценовой категории. Причем в адекватной ценовой категории, приравненной к тем же самым вот этим вот с СЛСами и парабенами. Ну да, может, стоят они на 10 рублей дороже. Ну реально на 10 рублей, не больше. Я сама пользуюсь линейкой средств, которые в той же самой ценовой категории находятся, что и всякие Head and Shoulders и Palmolive. Одинаково приятные. Даже, может быть, в чем-то подешевле. Но они натуральные, и в них нет ни СЛСов, ни парабенов, ничего. И это просто обалденно классная косметика. И когда вы начнете пользоваться вот этой вот бытовой химией другой, без вот этой вот всякой дряни, вы тоже почувствуете очень большой энергетический всплеск. Потому что вот эта вся штука, она тоже вас травит. И травит очень сильно. И когда она травит организм начинает работать не на состояние восстановления энергетических связей, а на состояние не скопытиться. То есть тупо самоизлечением занимается, постоянно на физическом уровне, самоизлечением, выводить из себя вот эту вот всю ерунду. А еще очень важный момент, ребята, очень важный момент хочу сказать. Я знаю, что очень многие люди сейчас начинают вот это вот искать, не верят официальной медицине и все мы понимаем, да, почему. И начинают из огня в полымя кидаться. То есть и начинают бежать куда-то, искать какие-то там народные средства, каких-то там народных целителей, еще что-то. И тут они сталкиваются просто с массой, огромнейшей массой всяческих там советов, всяческих там лечений. И сейчас на Ютубе просто полно этого. Люди, которые там какие-то таблетки продают, какие-то БАДы, какое-то все. И они говорят: да, вот сейчас я там тебе лекарства от рака продам и все что угодно. И этого просто целая куча. И я вас хочу предостеречь, серьезно предостеречь. Не занимайтесь вот этой ерундой.
Почему? Потому что вы можете сделать еще хуже. То есть, как бы это ни звучало, у 90%, 99% этих людей, которые вот это вот все продвигают, нет никакого медицинского образования. Ладно, мы говорим, медицины, все там плохие, допустим. Но у них нет элементарных знаний в биологии. Даже, ладно, медицинское образование, хрен с ним. Учебник биологии 8 класс. Анатомия человеческого тела. Какие-то элементарные познания вот в этой вот области. Никаких. Но эти люди зарабатывают деньги. И деньги не маленькие, продавая вот эти курсы, продавая вот это все. И каждый метод, который там все продвигают, говорят, это 100%, это прям супер процентов, это вот прям 1500% того, что вот это, да, ну, там тебя вообще от всех болезней, там все вообще у тебя будет, вот только вот это сделай. И вот там это. Вы знаете, сколько просто огромнейшее количество людей угробили свое здоровье на этом? Огромнейшее количество людей на этом угробили свое здоровье. Огромное количество людей, которые потом не знают, что им делать. От них открещиваются врачи. Они не знают, что делать, куда бежать, чтобы восстановить то, что у них было до вот этих людей. Поэтому не ведитесь на это. Ко всему подходите с умом. Даже если вам кажется, что вот это вот вас спасет, можно. Вот особенно очень много всяческих там курсов «Очисти себя», там всякие клизмы, еще что-то. Вот вообще нельзя такого делать. Всякие промывания, вот это все. В вашем организме есть микрофлора. Определенная микрофлора. Кишечник – это ваш иммунитет. Нельзя вычищать свой иммунитет. То есть, вымывая кишечник, вы вообще все, что есть в вашем организме, всю защиту вы просто вымываете оттуда. По сути. То же самое, когда вы нарушаете, допустим, вот нос постоянно моете или еще что-то, говоря, это полезно, это классно, надо это делать. Но там есть микрофлора, которая отвечает за то, чтобы там защитные вот эти вот частицы, все. И вот если бы вот это все было положено вам от рождения, вы бы родились с клизмой в руке. Но вы с этим не родились. И, как я тоже говорю, если бы вот эта вот штука нужна была там при рождении, мы бы уже рождались со всеми медальонами и со всякой ерундой, которую на нас здесь навешивают. Но мы не рождаемся такими. Поэтому это очередное вот это вот. Опять уводка от проблемы, опять все. Я не говорю о том, что там народные методы плохие, еще что-то, но надо просто вот включать голову. В этом плане надо включать голову. Поэтому хотела вас предостеречь. Последствия могут быть просто катастрофические. Как бы вам ни казалось, что этот человек научно там как-то вот он там вещает, что он там профессор каких-то там наук, что он там какой-то вот, значит, там всех лечил, там какой-то там супер-пупер, ну покажите мне его корочки. Начинаешь гуглить, никакой профессорской степени, ничего нет у людей. У тех, у которых есть, оно сразу гуглится, а у тех, у которых нет, ничего нету. Ну, кроме их вот этих вот книжек там и прочего, которые они продвигают. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста. Очень сильно. К вот этим ко всем вещам. И даже был момент такой, я просто смотрела
какой-то... Мне муж присылал видео, говорит, на, посмотри, там какой-то коуч был, парень молодой, он там рассказывал всем, значит, как бизнес построить, как еще чего-то кого-то. И вот там он спрашивает одну девушку, говорит, вот как ты, говорит, собираешься там зарабатывать деньги, да, какой бизнес ты хочешь создать, вот на котором ты будешь иметь большие бабки. Она такая говорит, ну вот я занималась там что-то, значит, парашютами какими-то, еще чем-то занималась, ну вот это денег не принесло, я это все бросила, я все что-то... Сейчас, говорит, я хочу, типа, стать медицинским консультантом и продавать там на ютубе всякую фигню, типа БАДов и еще чего-то. Людям втюхивать. Говорит, на этом делать бабки. Главное это взять нишу, которая не занята. Или которая, она говорит, там я смотрю, там крутятся большие деньги, там вообще люди просто миллионы на этом делают, говорит, я вот решила туда пойти, там есть деньги, значит, там я могу заработать. Внимание, вопрос, есть у этой девушки медицинское образование, там, для того, чтобы она вот назначала людям какие-то препараты, вот эти БАДы, еще что-то? Будет она как-то вот вообще вот рассматривать то, что там, ну, реально оно должно помочь или нереально? Нет, конечно. То есть разбирается ли она вот элементарно в каком-то, в анатомии человеческого тела, еще в чем-то. И это подход. Это определенный подход. Поэтому будьте осторожны. Хотела предупредить. Умельцев сейчас таких вот продавальщиков очень много. Но на вот этой вот, не знаю, грустной, не грустной ноте хотелось бы завершить, наверное, уже, потому что, опять же, у меня вышел достаточно такой большой по объему ролик. Я надеюсь, продуктивный. Вот, поэтому давайте, ребят, что дальше, я пока что не знаю, какой ролик на какую тему. Опять же, может быть, тему зависимости, да, я обещала, что перезапишу. Вот. Поэтому, возможно, затрону тему зависимости. Если не тему зависимости, то, не знаю, возможно, поговорим про эволюцию души или как раз о переходе. Вот, посмотрим. Там уже ближе к теме буду решать. В общем, а так, всем до скорых встреч. Пока-пока.